Однажды в Италию прилетел из Америки очень серьезный человек. Хоть он и в звании простого солдата мафии, но дела ему предстоят великие. Он должен сформировать правительство Коза Ностры, но и заодно решить вопрос о ее участии в свержении правительства Италии. Тот, кто хочет узнать, как сопливый сын стекольщика заслужил звание Дон Мазина, может посмотреть первые видеосерии «Предатель предателей». А здесь о том, как рядовой становится боссом двух миров, один из которых Сицилия, а другой – все остальное. Напомню, что мы оставили Томмазо Бушетту в 70-м году, когда он находится под арестом в Штатах, и одна из двух его жен внесла за него залог. Должно быть, благодаря таланту переговорщика, но Дона Мазина не просто отпустили из-под ареста, а даже вернули деньги, выдвинув, по крайней мере, официально только одно условие – в течение 6 месяцев покинуть Соединенные Штаты. Уговаривать себя гражданин мира не заставил, недавно он встретил свою будущую третью жену, и она живет в Бразилии. Или встретит сразу после переезда. Или не совсем сразу, неважно. Роль этой женщины в жизни Дона Мазина то немного, о чем есть только одна версия. Она – любовь всей его жизни. Кристина, точнее Мария Кристина де Алмейда Гимараеш, хотя даже про ее фамилию есть вторая версия, принадлежит к высшему обществу Бразилии, дочь очень известного адвоката, прекрасно образована. Ей 20 лет, и она красавица. Они познакомились в Рио-де-Жанейро на пляже. Бушетта скажет потом, что эта женщина послана ему Богом, Кристина, что если бы он заявил ей тогда, что он и есть Бог, она бы поверила. Отношения развиваются стремительно, хотя в особенности своего характера Бушетта посвятил Кристину сразу. Что он ревнив, как сицилиец, что он вспыльчив, как сицилиец, что он не сдержан, как сицилиец. Еще в самом начале романа однажды на карнавале он ушел за столик к другой претендентке. И Кристина попыталась устроить сцену. Сицилийцу, боссу двух миров. Он увез ее домой, и там, чтобы не смело больше его позорить, хорошенько тряхнул за шкирку. Она не сбежала ни тогда, ни позже, когда в 72-м, по словам Кристины, всего через 6 месяцев после знакомства, Бушетту арестовали, экстрадировали в Италию и там приговорили сначала к 8 годам, а потом еще и стали потихоньку добавлять. Она вышла за него замуж только в 78-м в тюрьме, а сразу после ареста свернула горы, чтобы получить опеку над Лизой Александрой, дочерьми Бушетты от Веры Джиротти. Они жили в Италии все время, пока он там сидел. Она всегда будет с ним, в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит их. Видно, ее действительно послал ему Бог. Кстати, вторая версия, что они обвенчались в церкви в Бразилии еще в 68-м. Адвокат Бушетты Луиджи Лиготти вообще заявил, что свидетелем на свадьбе был президент Бразилии. Возможно, юрист оговорился, имея в виду свадьбу родителей Кристины. А возможно, как и многие, попал под обаяние Бушетты настолько, что стал верить в любые сказки, если эти сказки про благородного Дона Мазина. Кристина, во всяком случае, ничего о венчании не говорила, но она вообще очень мало что рассказывала. Да и это сделала только в 2015-м. Так или иначе, обвенчана она тогда могла быть только с Роберто Феличи, очередной поддельной личиной Томмазо Бушетты. К тому же женатого, законным браком на Мельхиоре Каваларо и незаконным на Вере Джиротти. А под своим настоящим именем Томмазо Бушетта станет мужем Кристины Гимараеш в 78-м. В тюрьме, будет любить и защищать ее до конца жизни, и на этот счет есть только одна версия. Свадьба, кстати, была такая, что на свободе завидовали. Как, впрочем, и вся жизнь Дона Мазина в тюрьме строгого режима а-ля Чурдоне в Палермо. Как скажет потом он сам, я был безраздельным и непререкаемым хозяином, ни в одной моей просьбе я не получал отказа. Io sono stato il padrone incontrastato dentro Lucertone. Ho fatto tutto quello che a me andava a genio di fare. Что ж, если он и округлил, то не сильно. Во-первых, всех сидельцев из Коза Ностры, как самых больных людей на свете, держали исключительно в лазарете. С дорогим алкоголем, едой из лучших ресторанов, футболом, девочками по вызову и праздниками. Этот период в жизни тюрьмы потом будут называть Гранд-отель Лучердоне. Но не только о нуждах особо приближенных заботится император, он выбивает для всех право иметь в камере ручку, бумагу и марки, чтобы писать письма, возможность пользоваться бритвой, получать из дома еду, выходить в кино под честное слово, кучу мелких, но важных поблажек в обмен на идеальный порядок. И не только у себя заключенный Бушетта посетил множество других тюрем. Перечитывая перечень его поездок за один только месяц, судья спросил в шутку: «Вы что, рейсовый автобус?» И в каждом заведении он нашел способ улучшить жизнь товарищей по несчастью. Интересно, кем был бы Бушетта, если не мафиози? Профсоюзным лидером?
министром иностранных дел, партийным бонзой. Intendo molto bene di politica, ma io sono nato socialista. Сам про себя он говорил, что никогда не стремился к власти, предпочитая другие радости, хотя и, будучи прирожденным социалистом, не отказывал никому, кто нуждался в помощи. Не отказал и когда его попросили прямо из тюрьмы помочь с освобождением Альдо Моро. Неоднократно избиравшийся премьером Италии, сейчас он похищен, кажется, красными бригадами, и власти ищут способы его спасти. Бушетто подключился, точнее попытался подключить тех, кто сейчас на свободе. Но коллеги прозрачно ему намекнули, что благодетель вовсе не хочет возвращения Моро живым, ибо тот слишком много знает о его благодетеля делах. Похитители убили Моро 9 мая. За почти 2 месяца плена он написал нечто вроде политического завещания, где действительно сказал в адрес этого самого благодетеля много крайне жестких вещей. Но до поры все это так и останется, без каких бы то ни было последствий. Наш герой вплоть до 92 года о политике говорить категорически отказывался. Только после убийства комиссара Джованни Фальконе, которого знал лично и глубоко уважал, в память о нем согласился дать показания против некоторых политиков, которых считал связанными с Коза Нострой. В частности, Бушетто наконец раскрыл имя благодетеля. Им оказался никто иной, как благородный Джулио Андреотти, действующий лидер высшего ранга, многократный премьер Италии и пожизненный сенатор. Вот тут-то Дона Мазина самого размазали по стенам. Адвокаты такого человека недаром едят свой хлеб с икрой. Они быстренько сумели превратить ключевого свидетеля в того, чьи слова не заслуживают никакого доверия. После процесса против Андреотти Бушетто и превратился в того, о ком нельзя рассказывать, не помянув какую-нибудь компрометирующую подробность. А впрочем, это только моя версия, но второй у меня нет. После попытки содействия освобождению Моро приходит конец царствия Бушетты в тюрьме. Есть тут связь или нет, но его переводят, и переводят как можно дальше на север, в туринскую тюрьму Ленове. После отъезда Бушетты в августе 79-го в Лучердоне произошел крайне неприятный случай – пропал охранник. То, что он был убит людьми Коза Ностры, раскопали только в 2012-м, благодаря настойчивости его детей. Официальная версия – убит за то, что честно исполнял свой долг и никому не давал поблажек. В чем состояла суть конфликта, почему охранник никому не мешал раньше, и что было бы, если бы там был Бушетто, кто же может теперь это знать. Мало что известно и о том, как складывается жизнь Дона Мазина на новом месте, да и надолго он там не задержался. Отбывать ему оставалось не так уж и много, и он был уже на режиме себе-либерта полусвобода, то есть часть дня мог проводить вне тюрьмы. Но Бушетто, который до этого 8 лет гулял практически как хотел и всегда возвращался, теперь в феврале 80-го бежит. Может, отношения с новым начальством не задались, а может, дело в обстановке на Сицилии. Корлеонцы, набравшие к тому времени вес, но по-прежнему голодные, становятся все активнее, нахальнее и злее. Рино даже сумел свалить с поста главы купола Гаэтано Бадаламенти и заменить его на Микеле Греко, свою послушную марионетку. А может, Бушетти просто надоело. Захотелось к жене и детям, дочери растут, сын Роберто, которого Кристина ему родила, уже ходит в школу. Какое-то время он прячется в Италии под защитой друзей Стефано Бантада и Сальваторе Инзерилла, но обстановка все накаляется. 4 марта убит помощник Бадаламенти. 7 марта тяжело ранен брат убитого еще раньше босса семьи Риези. 6 июня убит босс Агриджента. 29 июля босс Патерно. 20 сентября босс Черды. 5 октября босс Монталегро. 9 октября, 16 октября, 30 октября. Корлеонцы расчищают дорогу к власти и деньгам, убирая с нее всю старую гвардию. Это война, но Бушетто сыт по горло такой романтикой, и ему хочется только одного – спокойной жизни с семьей. Сразу после Нового года он устраивает ужин в узком кругу, объявляет соратникам, что здесь их пути расходятся, и отбывает в Бразилию, оставляя друзьям всей из той самой старой гвардии строить планы ответного удара и устранения развязавшего войну Тото Риины, который, кстати, на вечере прощания Бушетто с Коза Нострой тоже был. Кто знает, может, даже платочком вслед помахал. Такой порядок не позвать нельзя. Все же Риина член купола, и хоть Бушетто и считает, что у него черная душа, надеется разойтись по-хорошему, не влезая в разборки бывших коллег. Тем более, что в Бразилии у него все прекрасно. Вместе с приятелем они открыли фирму приличную не только по бумагам, свекр подгоняет ему выгодные контракты на расчистку джунглей, а опыт у Дона Мазина есть. Он получил репутацию человека, способного уговорить кого угодно на что угодно, еще когда в столице Сицилии шли под бульдозеры жасминовые сады. Так что чувствует он себя на новом месте, как рыба в Палермитанском заливе. Правда, недолго.
24 октября 1983 года Томмазо Бушетта арестован полицией Бразилии за организацию наркотрафика. Это еще одна загадка Дона Мазина. Имел ли он отношение к наркотикам? Non è stato mai interessato a commerci di droga. Traffici di droga. Cocaina. С точки зрения итальянских властей, которые повторяют большинство исследователей, да, безусловно, из-за этого у него даже есть приговор. Сам босс двух миров всегда категорически это отрицал. Ma non ho mai risposto in nessun processo a questa imputazione. Хотя, казалось бы, какой смысл? Признавая множество других грехов, включая убийство, от этого так упорно отбрыкиваться. No, Mai. no, mai. No, non ricordo. No, ma innocente. Его ни разу не поймали с поличным. Есть свидетельство, что трафик и впрямь не был бизнесом босса двух миров. Принимавший участие в его аресте офицер бразильской полиции прямо заявил: A mio avviso, qui in Brasile Buscetta non era coinvolto in attività di narcotraffico. по его мнению, ничего серьезного за Бушеттой в Бразилии не было. А ордер на арест именно по этому поводу был выдан для того, чтобы накрыть как можно больше участников. Но, как мы уже знаем, слова Бушетты признают правдивыми только когда это удобно. А впрочем, так происходит далеко не с ним одним. Должна признать, что верю Дону Мазина. Возможно, тоже попала под его обаяние. Но если человек умеет быть убедительным, это еще не значит, что он профессиональный обманщик. А если пытаться все же рассуждать логически, то в этом вопросе Бушетте нет никакой выгоды врать. А вот у власти есть совершенно явный интерес в том, чтобы несколько подкорректировать образ слишком уж благородного разбойника. А то ведь и вправду получится, что бывают люди чести, у которых есть честь, а на Сицилии у них и без того слишком много сторонников. А так, мало того, что он наркобарон, так еще и словам его верить нельзя, а как мы уже знаем, у Бушетты есть что рассказать про весьма высокопоставленных лиц. Про наркотрафик, впрочем, тоже, даже если он сам этим и не занимается, те, с кем он близко общается, точно да. И уж тут желающих послушать есть масса. Так что его экстрадиции добиваются Италия и США. О том, кто из них выиграет, чем закончится Вторая Великая война Коза Ностры, как сложится дальнейшая судьба возжелавшего покоя Дона Мазина, и почему слово «Бушетта» означает на Сицилии «стукач», вы узнаете в следующем видео серии «Предатель предателей». До встречи на канале «Однажды в Италии».